Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии появляются заметные сигналы с рынка труда. Новые данные, за которыми внимательно следят экономисты, показывают ощутимое снижение шансов найти работу в Германии. И это вызывает обсуждение эффективности мер правительства канцлера Фридриха Мерца. Одновременно в Европе фиксируют заметные изменения общественных настроений. Во Франции зафиксирован исторически низкий уровень доверия к действующему президенту Эммануэлю Макрону, и эти цифры заставляют по-новому взглянуть на баланс сил внутри Евросоюза. Есть и тема, которая напрямую связана с личными финансами граждан. В Германии все чаще обсуждают, сколько наличных вообще допустимо хранить дома и в каких случаях это может привлечь внимание банков и властей. И еще один важный фактор, связанный с внешними экономическими условиями. Торговая политика США вновь показывает заметное влияние на Европу, прежде всего именно на немецкую промышленность. Здесь ключевую роль отводят не только Берлину, но и Брюсселю, где позицию по всему ЕС формирует именно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, на рынке труда Германии формируется непростая ситуация. Глава Федерального агентства занятости Германии Андреа Налес предупредила, что шансы безработных найти работу сейчас самые низкие за всю историю наблюдения. По ее словам, соответствующий показатель, так называемый индикатор вероятности трудоустройства, сейчас опустился до 5,7%, тогда как обычно он держался около 7%. Это означает для нас с вами, что чем дальше, тем реже безработные действительно находят новую работу. Налес отметила, что рынок труда находится в состоянии застоя без заметного роста, динамики и появления новых возможностей. И это затрагивает широкий круг работников, поскольку ни одна категория сейчас не имеет полной уверенности в стабильности занятости. Особенно тяжелая ситуация для молодых людей, которых только выходят на рынок труда. В 2025 году количество молодых людей, устроившихся на обучение или работу, стало самым низким за последние 25 лет. Это серьезный сигнал, так как будущие кадры не находят стартовой позиции, даже если у них есть образование. Налес также указала на еще одну проблему – рост безработицы, и это не только циклическое явление, но и сочетание затяжного экономического спада и структурных проблем, когда навыки людей не совпадают с требованиями работодателей. Это мешает быстрой адаптации всего рынка. На фоне таких данных усиливается и давление на само правительство. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже сталкивается с критикой за то, что меры по поддержанию экономики и стимулированию занятости кажутся неэффективными. Эксперты и оппозиция говорят, что нужно не только разговоры о реформах, но и конкретная программа создания рабочих мест и переподготовки специалистов. И даже на уровне Евросоюза тема обсуждается все активнее. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что страны ЕС должны усилить меры по поддержке занятости и повышению квалификации, иначе рынок труда в Европе рискует надолго остаться в стагнации. Таким образом, шансы найти на работу в Германии снизились до минимальных значений за длительный период, и это становится заметным социально-экономическим вызовом для страны в 2025-2026 годах. Следующая новость показывает, как быстро меняется настроение в Европе. Во Франции президент Эммануэль Макрон столкнулся с кризисом доверия, поскольку его рейтинг одобрения достиг минимального уровня с начала президентства в 2017 году. Согласно свежей социологической анкете, только 25% французов положительно оценивают его работу, а интерес к его традиционной новогодней телевизионной речи упал аж до 37%, а это меньше, чем в предыдущие годы. Такие показатели ставят Эммануэля Макрона в число лидеров Европы с наименьшим уровнем общественной поддержки. У него низкая поддержка населения не только по внутренним вопросам, но и на фоне длительных политических споров и экономических трудностей во Франции. Причины снижения популярности эксперты видят главным образом во внутренней политике. Французские граждане все чаще оценивают президента с акцентом на ситуацию в стране, а не на международные достижения. Макрон, который проводил, напомню, ряд реформ, столкнулся с растущим недовольством населения, и это отражается в статистике опросов. На фоне такой ситуации интерес к лидерам оппозиции резко вырос.
У главы правой партии «Национальное объединение» рейтинг одобрения составляет около 42%, а у ее первого лица примерно 39%. Этот спад популярности Макрона привлекает внимание в европейской политике, где он долгое время рассматривался как один из ключевых лидеров. Снижение доверия к нему может отразиться и на отношениях внутри Европейского Союза, особенно на фоне более активной роли других политических фигур. Следующая новость связана с обсуждением финансов граждан. В Германии все больше людей задумываются о финансовой безопасности, и один из главных вопросов сейчас – а сколько вообще наличных денег можно хранить дома, чтобы это было законно и безопасно? Ответ на самом деле не столь очевидный, как многие думают. По закону не существует какого-то жесткого верхнего лимита на то, сколько наличных вы можете держать дома. Власти не запрещают иметь крупную сумму под подушкой или в сейфе. Это значит, что 10 тысяч, 20 тысяч или даже 50 тысяч евро в наличных не является автоматическим правонарушением. Главное, это чтобы происхождение этих денег было законным и подтвержденным. Почему же это важно? Да потому что банки обязаны сообщать о сомнительных операциях, например, о крупных снятиях наличных. Если вы снимаете сразу 30-40 тысяч евро, банк может запросить объяснение о цели использования и происхождения этих денег. Это делается, чтобы предотвратить отмывание денег и финансовое преступление, но сам факт наличной крупной суммы у вас дома это преступлением не является. Эксперты рекомендуют придерживаться здравого смысла и осторожности. Держать дома большую сумму может быть разумно в качестве экстренного резерва на случай непредвиденных событий. Например, временных проблем с доступом к банковскому счету или системам оплаты. Но это всегда повышенный риск, особенно если в семье есть дети, гости или дом может быть уязвим для краж. Также стоит помнить, что если полиция или налоговые органы запросят объяснение происхождения крупной суммы, вы должны быть готовы предоставить документы, подтверждающие законность источников денег, например, договор продажи, наследство или документы о снятии с банковского счета. Отсутствие таких документов может привести к длительной проверке и проблемам. Поэтому на сегодня ни закон, ни полиция Германии прямо не ограничивают сумму наличных, которые вы можете хранить дома, но при этом крупные суммы всегда привлекают внимание, и важно быть готовым объяснить их происхождение, чтобы избежать ненужных претензий со стороны властей. Далее стоит обратить внимание еще на одну тему. Тарифная политика президента США Дональда Трампа выходит уже за рамки внутренней экономики Америки и оказывает прямое влияние именно на Европу. Новые пошлины и угрозы их расширения создают давление на мировую торговлю и прежде всего на экспортно ориентированные страны, например, такие как Германия. Немецкая промышленность – это автомобили, машиностроение, химия – сильно зависит от поставок на американский рынок. Повышение тарифов означает рост издержек, снижение конкурентоспособности и риск сокращения рабочих мест. Экономисты предупреждают, что даже ожидание новых пошлин уже заставляет компании замораживать инвестиции и пересматривать производственные цепочки. На этом фоне сам канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с активными ожиданиями со стороны бизнеса, который рассчитывает именно на понятную и последовательную реакцию Берлина. Немецкие компании ждут не каких-то заявлений, а конкретных шагов по защите экспорта и рабочих мест. Ключевую роль в этом ситуации также отводится и Брюсселю. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что торговая политика США – это вызов всему Евросоюзу. В ЕС все активнее обсуждают ответные меры, включая зеркальные тарифы, о которых я вам рассказывал, и юридические шаги на международном уровне. То есть фактически торговый курс Дональда Трампа становится фактором неопределенности для мировой экономики. Для Германии и ЕС это уже не теоретический спор о пошлинах, а реальная угроза росту занятости и промышленному будущему Европы. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.